Рядом со мной находится известный в прошлом дотер, возможно, и сейчас еще он тоже известный. Его зовут Александр Декафобос Mail.ru Кученя. Привет, Саша. Привет. Ты сколько уже времени не играешь в доту, в принципе? Ну, вообще... Профессионально? Профессионально. Ну, года 3, наверное, 4. Сейчас, насколько я понимаю, ты начал как-то возвращаться. Был недавно Staff Cup, в котором ты участвовал вместе с Зерой, еще с ребятами. Сейчас также планируешь играть на ВЦГ. Возвращаешься в доту? Ну, Staff Cup бы я бы не расценивал как бы серьезная игра. Меня просто попросили сыграть. Ну, и уровень игры там очень слаб. Вот. А на ВЦГ меня как бы взяли, на самом деле, по блату. Вот. И я как бы не хочу просто ударить в грязь лицом перед друзьями своими. Вот. Потому тренируюсь. Стараюсь тратить максимально времени, которое у меня есть. Потому как бы, ну, то есть часа 4 в день получается. А чем ты занимаешься вот по жизни, кроме того, что 4 часа в день играешь? Ну, сейчас конкретно, получается, я работаю, после работы играю. Иногда отдыхаю. Ну, вот пока что такой вот режим немного однообразный. Ну, я знаю, что ты работаешь в организации Na'Vi, в частности, разрабатываешь портал новый, который будет. Да. Расскажи, пожалуйста, как проходит этот процесс, что будет на этом сайте и, главный вопрос, когда? Ну, как подходит? Поначалу мы примерно обсуждаем, как и что будет, то есть какие модули будут разрабатываться, почему, для кого, как они будут сделаны. Потом мы садимся с нашим дизайнером и вместе начинаем как бы, ну, более уточнять концепцию, потому что, ну, изначально мы обсуждаем, ну, какие-то абстрактные вещи. Вот. Когда мы приходим к пониманию конкретных вещей, мы их делаем и получаем какую-то, ну, готовую часть. После мы как бы утверждаем с начальством, возможно, переделаем, то, собственно, в этом есть задержки некоторые, потому что мы переделаем. Вот. А в целом, и движемся дальше. Ну, в целом, как проходит процесс? Люди ждут уже сайт давно, просто много переделать приходится или что? Ну, на самом деле там очень большое количество работы. Мы стараемся делать его максимально качественно, а ну, как бы, за качество нужно платить временем, как минимум. Ну, вот. И, то есть, ну, если бы какие-то люди со мной посидели, они бы тогда видели, ну, на что, собственно, уходит там 80% времени. Ну, в любом как бы деле, которым занимаешься профессионально, есть как бы свои нюансы. И, скажем так, свои каналы, куда уходит время. Вот. А вообще сделано уже, наверное, 60% из того, что задумано, ну, 60-70% из того, что задумано на альфа-версии. Вот. То есть, а в целом, наверное, может 30% из того, что вообще думается глобально. Ну, вот. Запускаться думаем, ну, пока что, думаю, преподать подарок к Новому году. Вот, если все будет хорошо, ну, постараемся успеть. Если что, мы там как бы не идеально допилим и так далее, а вот просто запустим, чтобы, ну, было не стыдно хотя бы. А потом уже будем дотачивать там в течение года, полтора, ну, посмотрим, как пойдет. Меня вот интересует вопрос, как программиста, такая достаточно математическая, скажем так, наука, и вообще процесс создания сайта, чего-либо, программирования, это тоже как бы творческий процесс. Получается у тебя как-то совмещать эти две такие несовместимые, в принципе, какие-то вещи? Да, конечно, это действительно творческий процесс. Ну, это если ты подходишь к работе с любовью, то есть ты как бы являешься творцом, а творец — это уже творчество, это как бы очевидное название. Вот. Давай вернемся немножко вот к играм, к ВЦГ, к Staff Cup. Как ты относишься к идее проводить такие Staff Cup? И вы заняли 2 место, и, ну, расцени как бы ваши выступления. Это был фан или все-таки вы тоже готовились с ребятами? Нет, мы абсолютно не готовились. То есть нас буквально, ну, как бы, они хотели сыграть пару игр буквально там, что-то проверить хотя бы, вот, но мы не готовились абсолютно. То есть мы буквально собрали за полчаса, я попросил список того, кто примерно на ком играет, и вот так вот начали играть. Зарграюсь только на Левиафане, ну, как бы играл, типа, на остальных он там ныл. Это не я, не умею, не хочу. Ну, вот. Ну, вообще идея как бы неплохая, но как бы, то есть, мне кажется, надо, скажем так, более делать этот чемпионат для сотрудников. То есть, чтобы участвовал, допустим, вместо меня и Бакью, там, ты и Ксион. Ну, вот это лично мое мнение, то есть это было бы интересно. Ну, мне не интересно было посмотреть, но, может, кому-то другому было бы интересно. Вот. А так получалось, играли игроки среднего уровня, ну, в основном. То есть у нас, допустим, я и Бакью играли хорошо, то есть, а 3 были сильные из организации. Вот те люди, что нас выиграли, там все играли хорошо.
Вот, то есть, там... А вот, допустим, вот эти стримеры наши и менеджеры, они действительно играют, ну, то есть слабенько. Вот. То есть там, возможно, ну, то есть, что я хочу сказать, что, возможно, игры между слабенькими было бы интереснее смотреть, чем игры между средними. Это лично мое мнение. То есть так же самое, как игры профессионалов, это лучше, чем игры слабеньких. То есть надо как-то, ну, то есть более жесткие правила ставить для того, кто играет. Если говорить о ВЦГ, у вас состав Тыга, Блак, Фанник, Хвост и Дэнди, да? Да. По сути, у вас единственный оппонент на турнире — это команда Eclipse, ну, так, по крайней мере, говорят многие. Как ты относишься к тому, будет ли конкуренция на национальном финале? Ну, по идее, не должна быть. То есть, по идее, мы должны выиграть без людей. А вы уже участвовали в квалификации на национальный финал или еще нет? Нет, ну мы как-то подошли к этому, на самом деле, спустя рукава. Ну, то есть там, на самом деле, не очень повезло. У нас, получается, первые отборы, по-моему, 6 числа были. Саня Хвост был в отпуске, если не ошибаюсь. Потом Артур был занят, и мы поехали во Львов к Дэнди отдыхать на следующих отборах. А на этих отборах вот Старладер у всех. Ну, вот, сегодня... есть, ну, как бы физически мы не можем играть. Вот. Потому отборы, которые мы будем проходить, они будут на Алане 20, ну, на следующей неделе в Киберзоне, да. Придется, ну, мне лично обидно, что вот придется там Дэнди остальным ехать. То есть мне-то там, в принципе, на метро проехаться, а им как бы опять ехать в Киев. Но думаешь, что у вас будут как бы силы не только выиграть национальный финал, но и что-то показать на международном? Ну, думаю, да. Ну, я, по крайней мере, буду стараться. То есть там, ну, скажем так, я самый слабый, очевидно. Ну, то есть мне хотя бы научиться играть на 3 героях там довольно сильно, это уже будет хорошо. А почему слабый? Ты играл с Дэнди, с Хвостом в Walking Gaming, еще, по-моему, в ДТС. У вас как бы есть какой-то наигрыш совместный? Или просто Дота как бы ушла настолько вперед, что ты за ней не успеваешь? Ну, как насколько вперед? Ну, то есть я не играл, наверное, года 3. То есть у меня был такой перерыв. То есть много шло из виду, то есть микромоменты многие надо оттащить. Уровень игроков очень сильно вырос. То есть, ну, просто надо как бы всему соответствовать. То есть очевидно, что тогда, когда я уходил, типа, я не был лучшим далеко, а за 3 года уже люди еще подтянулись. То есть мне сейчас надо это все наверстать. Как минимум на какой-то роли, скажем так. То есть не во всех планах, а достаточно на одной. Если не ошибаюсь, ты в некоторых играх заменял Хвоста и играл на хардлайне, правда? 1 раз, в основном на саппорте. В основном на саппорте. Но вообще ты считался игроком керри, да? Ну, у меня была такая роль, да. А это вот играть саппортом, это была твоя идея или все-таки Пупея? Ну, нет, просто есть определенный пул героев, который дается, с которыми играть. Вот все разбирают свои, и мне остается последним. Вот. Ну, как бы, как сказать, у команды есть определенная экономика и ресурсы, которые она получает. Вот, она как бы распределяется между всеми игроками и ее героями. То есть, очевидно, как бы лучше, типа, чтобы это отдавалось игроку, который более превосходит по уровню, чем другие. Ну, и герои соответственно. Вот. То есть это не значит, что там одному должно отдаваться там 100% денег, а все остальные должны без сапог делать. То есть оно как бы все должно балансировать. Вот. То есть в моем случае лучше, чтобы я играл на роли, которая минимально, ну, как бы способна изменить исход игры. То есть, к примеру, если я сел бы играть, допустим, на кого-то антимага, и потом бы пошел где-то отдался, умер и проиграл игру, типа, ну зачем это надо? То есть они все правильно делали, да. Ты, когда заканчивал профессиональную Dota 2 карьеру, ты уже... Нет, Dota 2 не заканчивал карьеру. Dota. Ты уже знал, что ты будешь программистом или нет? Да, знал. Как сейчас, скажем... Ну, вообще это совмещал, в принципе. Совмещал? Да. Меня интересует вопрос, как понимание доты помогает ли тебе, скажем, знание программирования, какой-то математический склад ума, логическое какое-то обоснование, вот в доте находить какие-то интересные ходы и вообще как это восприятие у тебя? Ну, наверное, нет, но скорее это относится к тому, что там, допустим, что выгоднее собрать на героя. То есть как бы определенная формула расчета урона, то есть есть как бы определенное понимание того, что надо собирать. То есть, ну, которые, если взять примеры из современной доты, ну, не у всех есть. Ну, в этом помогает, да. Ну, а так, типа, я бы не сказал, что как бы сильно что решать. Ну, может, есть понимание механики игры, потому что там, то есть я понимаю примерно, как это там заклинание сделали с точки зрения кода. Но в игре это не помогает? Ну, так, на уровне понятийном каком-то.
Какие команды сейчас на современной Dota 2 сцене тебе импонируют? Ты считаешь, что они действительно сильны? Ну, кроме Нави. Или Нави не считаешь? Считаю. Я же в них работаю. Вот. Ну, мне очень понравилось, как играла команда Муши и Яматеха. Вот. То есть, ну, даже скорее не сама команда, как играли эти игроки. То есть, феноменального уровня. Вот. Ну, остальные тоже все хороши. Ну, которые были на International, да. 4 года назад ты давал интервью, не помню, какому порталу, ты сказал, что Смайл является лучшим игроком мира. Поменялось что-то за эти 4 года? Ты считаешь до сих пор, что Смайл лучший игрок мира? Или ты не помнишь такого? Ну, это риторический вопрос, потому что Смайл находится в команде, которая заняла 2 мира, и, ну, в прошлом нет. Вот, то есть он как бы входит в десятку игроков мира, типа, ну, как бы, то есть это очевидно. То есть, ну, он был лучшим игроком 4 года назад и теперь, то есть... Да. Ну, лучший игрок доказал. это тот, кто в топе, а он топ-10. Логично. Ну, да. Хорошо, Саш, спасибо тебе большое за интервью. Есть что-то сказать напоследок? Приветы. Всем привет, полейте за Нави. Спасибо, удачи. Спасибо.